Друзья, всем привет! 1,5 года назад я вылечился от грибка. У меня были поражены практически все ногти на ногах. Подробный ролик о том, как я вылечился, будет находиться в описании под данным видео. Можете перейти и посмотреть. Там я все очень подробно рассказываю и показываю. Вот вы видите мои ногти на настоящий момент. То есть спустя 1,5 года грибок ко мне не вернулся. Но в моей семье грибком болел не только я, но и мой отец, от которого, по моему мнению, я и подхватил данную заразу. Когда я лечился, батя смотрел на меня и не верил, что можно вылечиться от этой заразы, тем более, если она была настолько запущена. Но вопреки его ожиданиям я вылечился. Недолго думая, батя подраскинул мозгами и тоже начал лечение, в результате которого полностью вылечился. О данном лечении и пойдет речь в данном видео. Для того, чтобы вам в ролике было более удобно ориентироваться, я разбиваю данное видео на 4 части. В первой я расскажу о том, какое лечение было назначено отцу. Вторая будет посвящена тому, как отрастали здоровые ногти и какие изменения в процессе лечения батя замечал. Третья – это короткое интервью с отцом. И в 4-й части у нас будет заключение. Первое, что сделал батя, он, как и я, пошел в больницу к дерматологу, который посмотрел на состояние его ногтей на руках и на ногах. Для того, чтобы доктору убедиться, что на самом деле отец болеет грибком, был сделан анализ кусочка ногтя с рук, кусочка ногтя с ног, а также анализ соскоба кожи с рук и анализ соскоба кожи с ног. Анализ показал, что да, у отца действительно ноги и руки заражены грибком. На основании полученных анализов уже врач назначает лечение. Далее, перед тем, как отцу назначить лечение, у него взяли кровь с вены и посмотрели на состояние печени. Можно ли ему назначать лечение таблетками и все ли в порядке с печенью. Анализы показали, что с печенью все в норме и лечение при помощи таблеток назначать можно. Теперь относительно лечения. Прежде всего, это личная гигиена. На время лечения вам нужно для себя четко принять решение о том, что ваши руки и ваши ноги будут постоянно в чистоте. И вы будете ходить в обуви той, которая совпадает с погодой на улице. То есть, если жарко, не нужно надевать закрытые туфли, чтобы ваша нога там потела. Нужно стремиться к тому, чтобы ваши ноги, первое, были всегда чистыми, и второе, никогда не были потными. Почему? Потому что именно во влажной среде размножаются грибки. Если же все-таки так получилось, что вы побыли на работе либо на улице и нога вспотела, вернувшись домой, обязательно помойте ноги и вытрите их насухо. Далее, теперь относительно медикаментозного лечения. Какие таблетки, лосьоны, крема использовать? Поехали! Лечиться мы будем с вами так называемой пульсовой терапией и принимать капсулы интраконазол. 2 капсулы вы принимаете утром после еды и 2 капсулы вы принимаете вечером после еды. В течение недели вы пьете данные капсулы утром и вечером по 2 штуки. Далее 3 недели вы их не пьете. Спустя 3 недели вы снова берете эту коробочку и снова начинаете пить в течение недели 2 капсулы утром после еды и 2 капсулы вечером после еды. Снова неделю пропили, потом 3 недели перерыв. И так до тех пор, пока не отрастет новый ноготь. Интраконазол, капсулы по 100 мг. Вот так выглядят данные капсулы. В течение всего времени, пока вы пьете данные таблетки, вам нужно отслеживать состояние своей печени, ходить в больницу, сдавать кровь из вены, чтобы у вас врач смотрел, можно ли вам продолжать лечение далее этими таблетками, либо нужно сделать перерыв. Также на время лечения данными таблетками вам нужно постараться себя максимально ограничить от алкоголя, а также ограничить, точно помню, от
острова и еще от чего-то. Вот здесь сейчас вылезете, я вам напишу, от чего нужно еще себя ограничить. Не забывайте, пожалуйста, каждые 2 месяца проверять состояние вашей печени, потому что таблетки эти очень токсичные. Следующее. В течение месяца вам на ночь нужно мазать кожу рук и мазать кожу стоп кремом для наружного применения, который называется тербинофин. Результат вы заметите очень быстро, кожа становится более мягкой и перестает чесаться. После того, как кожа стала более мягкой и перестала чесаться, второй тюбик у меня отец уже не покупал. То есть стала кожа более мягкой, перестала чесаться, все, тербинофином больше не мажем. Следующее. Каждый день, утром и вечером вам необходимо ногтевые пластины обрабатывать лосьоном для ногтей Микостоп. Проснулись, обработали ногти Микостопом, позавтракали, как раз за это время Микостоп впитался в ногтевые пластины, одели носки, день отходили, вечером также привели ноги в порядок, помыли их и перед сном снова нанесли лосьон Микостоп, дождались, пока он впитается в ногтевые пластины, чтобы одеялом его не стереть, все, уснули. Это вы делаете до тех пор, пока у вас не отрастет здоровый ноготь. После того, как у вас закончится лосьон Микостоп, врач рекомендовал купить лосьон Микодерил. Он также оказывает противогрибковое действие, просто, как я понимаю, имеет немного другой какой-то состав. И для того, чтобы грибок на ногах не привыкал к этому средству и не вырабатывал к нему, так сказать, иммунитет, противогрибковые средства рекомендуется менять. То есть закончился этот тюбик, купили Микодерил. Закончился Микодерил, снова купили Микостоп. И так до тех пор утром и вечером вы мажете, пока не отрастут здоровые ногти. Следующее — это гигиенический спрей для обуви Микостоп. Первое, что вам нужно сделать, тогда, когда вы начали лечиться, нужно всю обувь перемыть. Перемыть и высушить. После того, как вы ее высушили, нужно регулярно ее обрабатывать спреем Микостоп. Отработали день, привели обувь в порядок, почистили, попшикали внутрь обуви с данным спреем, поставили на балкон проветриваться, либо в квартире оставили. Главное, чтобы обувь постоянно обрабатывалась данным лосьоном. Когда я, допустим, лечился, я первое время обрабатывал данным лосьоном обувь каждый день, потом через день. Потом раз в неделю мог обрабатывать, когда уже чувствовал, что грибка там меньше осталось. Смотрите сами, как будете вы обрабатывать, но обувь нужно поддерживать в чистоте и регулярно обрабатывать данным спреем. Хотя бы 3 раза в неделю, это минимум. Когда уже у вас будут практически здоровые ногти, там, на 6-м месяце лечения, можно обрабатывать и раз в неделю, в этом нет ничего страшного. Следующее. Фукорцин. Это такое красноватое средство. Вам нужно данным средством при помощи ватной палочки перед сном в течение месяца, когда вы начали лечение, обрабатывать опрелости между пальцев. Опрелости очень быстро проходят. Отец сказал, что даже месяца он не помазал, опрелости между пальцев они прошли. После того, как опрелости между пальцев прошли, мазать фукорцином можно заканчивать. Также, конечно, будет плюсом, если в течение лечения вы будете регулярно делать содовые ванны с солью. Хотя бы один раз там в 2-3 недели хотя бы. Можно чаще. Как бы здесь уже смотрите сами. О пользе содовых ванн можете посмотреть в интернете, как их делать, тоже очень просто. Относительно лечения, в принципе, я вам все рассказал. Подчеркиваю, все, что я сказал, нужно делать именно в комплексе. Не только пить таблетки и больше ничего не делать, а именно все делать в комплексе. Теперь давайте посмотрим, как проходило лечение у моего бати и какие изменения он замечал. Начало лечения. Поражены грибком абсолютно все ногти на ногах. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени. Жуткая ситуация с большими пальцами обеих ног. Как видите, они поражены до самого корня, так же как и оба мизинца. На руках у нас поражены 3 пальца. Это указательный, безымянный и мизинец. Жутко, конечно, выглядит безымянный палец, ноготь которого утолщился. Перестали чесаться ласты?
Ногти, ноги. Так, стала кожа такая, раньше была, чесалась, шелушилась. Тут на подошвах. Покажи пальцем. Пальцем вот тут на подошвах. Какая раньше там была кожа? Шелушилась. А сейчас какая? Сейчас мягкая стала, эластичная. Ну ты же покажи кожу свою. Что там, видно? Мягкая кожа у тебя стала? Да, бархатная. Ну что Так, еще? перестала трескаться, пятки перестали трескаться, а то раньше трескались без конца. Вон, видишь, пятки, как у младенца стали. А раньше что, трещины были у тебя? Да. Ногти он стали отрастать, видно. Правда, тут не особо видно, но видно. А черная, что это такое? Ну это мазал я этой мазутой от грибка. Какой? Как он называется? Мекадарил. Он не черный микадарил. Мекастополь, хрен его знает. Это не черное. Ну красное, что там Так такое? это еще там средства давали, что между пальцами надо им мазать средства. Всё, Ну, ладно. красной мазутой какой-то мазал. На руках покажи ногти свои. Все, вот тут ноготь стал отрастать, его видно, ноготь стал отрастать. Миллиметра 3 уже новый ноготь отрос. А указательный палец, что там с ним? Тут тоже, ну так бы тут не видно, но тоже отрастает. Тоже гриб там был? Да, тут, Есть тут, еще. тут. Отрастает у тебя там? Да. Спиливаю тут все это все. Пластину тут спиливаю напильником. 2 месяца лечения. Новых изменений батя, говорит, на ногах никаких не заметил. За исключением того, что продолжают отрастать здоровые чистые ногти. Руки вон гладкие стали. Не шершавые, мягкие, а то были грубые. Шершавые. Сейчас вот мягенькие. Да, да. Все? Да, вот не трескаются. Ногти ты заметил, что отрастает у тебя? Да, вот. Стронулись с места на миллиметра 3 или 4 вот тут стронулось. А на копытах? И на копытах видно, утолщение отходит. Стало тут вот меньше, а тут вот утолщение сходит потихоньку. И тут вот было чуть не на полпальца вот эта короста этой. А стала уже чуть вот грамулька. Думаю, через месяц уже должно сойти, наверное. Ну и что, ты рад? Да. 5 месяцев лечения. Новых изменений никаких нет. Кожа на ногах уже мягкая, а прелости между пальцев нет, пятки не трескаются, кожа рук тоже мягкая. Ну, отрастают дальше чистые ногти, вот и все. Можете наблюдать, что на руках практически полностью отросли здоровые чистые ногти. Спустя 10 месяцев лечения мы с вами видим, что у бати отросли полностью здоровые, чистые, светлые ногти. Что на одной ноге, вот она у вас крупным планом, что на другой ноге. Вы сами все видите, что ногти абсолютно светлые и чистые, не такие, как были. На мизинце, указательном и безымянном пальце у нас также полностью здоровые ногти. Так, первый вопрос будет, когда ты заметил... Тебе надо фартербартером идти. Первый вопрос будет, когда ты первый раз заметил грибок? Первый раз грибок заметил в армии. Ну, что-то стали, это самое, пятки что-то стали, подошва стала что-то шелушиться. Ну и все, потом с подошвы перешло на пальцы, на большой палец. Ну, думал, так что-то. Но оказалось, это между пальцев стало трескаться, пятки стали лопаться. Ну и так на протяжении 30 лет это все. После армии на руках тоже стало с пальца с большого кожа тут лупиться, потом на ладошку, на ладошке перешло. Кожа стала сухая, лопаться стала. Ну думал так что-то. Потом стали пальцы потихоньку заболевать. В итоге, получается, жил ты с грибком сколько лет? 30 годов. Не покидал меня этот. Сейчас красивый-то? Сейчас все хорошо, ноги не лупятся, не чешутся, не зудят. Милое дело. Что-то так я ждал 30 годов. Так что, если увидели, сразу лечитесь. Не ждите 30 годов. И скажи, что не верил, что сын вылечится от грибка. Скажи. Ты ж не верил? Ну, не верил, да, что вылечился. У нас один там тоже пил таблетки, но что-то не помогло у него. Может, плохо лечил. Ну, посмотрел у сына, вылечился. Думаю, надо и нам тоже приступить к этому делу. Назначили лечение, нужно было делать анализ печени. Каждый сколько раз сказал там? Просто месяц. Раз в месяц нужно было делать. Да, папаша, я не делал. Сколько ты сделал? Первый раз сделал, и все. И Потом- мать тебе идти. Не болит печенка, ну и ладно. Потом не делал ты почему? Ну, что не делал?
Не делал. Печенка не болит, ну и ладно, на все нормально. То есть то, что таблетки токсичные и ну, повреждение печени, ты не боялся, правильно? Боялся. Забил на здоровье, ну будет болеть, пойду, не будет, ну хрен с ним. Так же, да, правильно? Да. Это как следствие тут все разложили на лопатки. Отчет ты себе отдал о том, что это может пагубно на печени сказаться? Да, Но все равно не шел, да? Да. То есть будь что будет. да. Лишь Правильно, бы вылечить грибок. правильно ты считаешь делал или неправильно? Неправильно. Надо сходить сейчас хотя бы. проверить. Ну, схожу. Людям проверю. ты советуешь проверять печень? Надо проверять, да. Ходите, проверяйте, не забывайте. Берегите со здоровья. Всё, короче. А так все, ноги вылечил, все хорошо. Хоть на танцы ходи. С голыми ногами. Всем привет! Лечите ногти, не запускайте ноги. Про алкоголь. Ну, Когда был на премии врача, она говорила, что не про алкоголь, можно выпивать, не можно. сказала, когда был на премии врача, сказала водочку не пить, перец не есть, и жирное не есть. Селедку не есть, соленое не есть. Ну, ограничивать острую пищу и алкоголь при приеме этих таблеток. Ясно. В процессе лечения выпивал ты? Нет, блюдила. Говори честно. Вот говори честно. Ну, было, может, пивка хлебнул после баньки, когда. Говори честно, что убивал. Что ты Ну, убивал трошку. как, что лечился, что не лечился, у него процесс постоянно в жизни к водке один. То есть ты осознанно пил и Не пил, прямо пил. Раз выпил, уже пил, все, готово дело. в процессе лечения иногда выпивал. Да. Но это неправильно, потому что это идет дополнительная нагрузка на печень. Вам этого делать не советую. Говори так. Быстрее. В процессе лечения, когда доктор сказал, короче, не выпивать, ну, выпивал трохи, ну что делать? Грех взял на душу, выпивал. Ну, вам советую не выпивать. Как бы беречь печеночку. Потому что это дополнительная нагрузка. Это дополнительная нагрузка на печень. И она так таблетками подтравливаешь, как грибок лечишь, а тут еще алкоголь сверху. Так что, Ну, пока чувствую нормально. ну, пока нормально чувствую, вроде нормально. Алкоголь не побил меня. Подводя итоги, я хотел сказать о том, что спустя 32 года, конечно, батя вылечился, и это здорово. О лечении, которое было назначено, я вам сказал, а сейчас я хочу сказать, чтобы быть до конца честными перед вами, о тех нарушениях, которые в процессе лечения допускал батя. Первое. Обрабатывает ноги лосьоном Микостоп. Толком никто ничего не обрабатывал. Конечно, когда-то там он обработает, когда-то не обработает. У меня, когда я лечился, 8 месяцев лечения, ушло или 3, или 4 тюбика. 2, по-моему, ушло Микостопа, 1 Микодерила. Батя же как купил эти тюбики в самом начале, так у него 1 тюбик этот Микостопа и остался. Когда-то помажет, когда-то не помажет. То есть, по большому счету, Микостопом он не мазал. Второе. Перемыть и регулярно обрабатывать обувь спреем Микостоп. Обувь никто не перемывал. Как была эта обувь, конечно, там она не то что в навозе, ну, обычное рабочее состояние обуви. Но никто ее не перемывал. Да, конечно, он ее почистит, поставит там сушиться, но фанатично никто ее не мыл. Ну, может быть, пару раз там когда-то он брызнул этим спреем Микостоп в эту обувь. Но тоже у меня за все лечение ушло, по-моему, или 3 банки, или 2, ну не помню, ну точно не 1. По-моему, 2 спрея у меня ушло. Он же как купил 1 этот спрей, так он у него по сей день практически полный и стоит. Третье. Питание. Но ни в чем себя он не ограничивал. Нужно ограничить было там в остром, в жирном. Ну, конечно, хочется. Селедочки хочется, шашлычка хочется. Никто себя ни в чем не ограничивал. Четвертое. Спиртное. Даже несмотря на это лечение, ну, конечно, где-то на празднике рюмочку можно пригубить. Но батя иногда мог дать жару как следует, так скажем. То есть старался он, конечно, не пить, но иногда мог подать, дай бог. И пятое, блин, это я считаю самое жесткое. Это он ни разу не проверил состояние своей печени. 1 раз только перед тем, как ему назначали лечение, он проверил.
И все. Вот по сей день я снимаю ролик вступление и заключение, он так и не пошел проверять свою печень. Но я ж не потащу его в больницу проверять. Ну, он не идет. Говорит, не борись, все нормально. Но я считаю, это очень жесткое нарушение. И шестое. В процессе лечения батя просто бросал пить таблетки на 2 месяца. Потом начинал их пить снова. Опять же, все это без каких-либо визитов к врачу. В итоге из 10 месяцев лечения принимал таблетки он только 8. Вот так. Ну, я говорю, просто я удивлен, что на самом деле вылечиться получилось. Но получилось. Вот так. Несмотря на эти все нарушения, отец вылечился. И слава богу, что он вылечился, но все эти нарушения я не приветствую. Как вы будете лечиться? Опять же, подчеркиваю, я хочу, чтобы вы сходили в больницу. Не нужно слепо следовать тому, что я в одном ролике говорю, либо что я в другом ролике говорю. Я лишь рассказываю истории людей, которые вылечились. Но им, что мне, что отцу, назначал лечение врач. Понимаете? Я за то, чтобы вы пошли в больницу. Сдали анализ, чтобы вас убедили, что у вас на самом деле грибок. И чтобы врач вам назначил лечение. Я за это. Теперь относительно стоимости. Во сколько отцу обошлось лечение? То есть все вот эти вот мази, тюбики, которые я называл в процессе лечения, вот я на них сейчас вам показываю прайс. Это средний ценник по нашему городу, по Смоленску. Где-то есть дороже, где-то есть дешевле, но средний ценник вот этот. Микостоп лосьон, я говорю, он один лосьон купил, больше его не покупал, потому что он толком им не мазал. Микостоп спрей он тоже один купил, больше не покупал, потому что толком не пшикал. Микодерил он вообще не покупал. Крем для наружного применения Тербинофин 86 рублей. Ну, один он купил, помазал. В принципе, ему одного этого крема хватило. Второй покупать не нужно было. Фукарцин 48 рублей. Там тоже одной баночки ему хватило. А прелести между пальцев очень быстро прошли. И интраконазол. То есть получилось 20 упаковок. По средней стоимости 305 рублей. Обошлось ему в 6100. Итого у нас получается 6750 рублей. Это полное излечение. Но если вы будете мазать как положено, то, соответственно, нужно будет не один купить лосьон Микостоп, может 2 купить, купить один Микодерил. Но у вас стоимость вырастет, может, на 1000, может, на 1500 максимум. То есть, в принципе, ценник излечения от грибка, что у меня был в районе там 7-8 тысяч, я уже точно не помню, что здесь получается, в принципе, то же самое, в районе 7-8 тысяч рублей. В принципе, ребят, на этом ролике я буду заканчивать. Начинается дождь, времени у меня больше нет. Вот здесь появится видео о том, как я вылечился от грибка ногтей. Вот здесь появится видео о том, как спустя 1 год у меня грибок не вернулся. И вот здесь появится видео о том, как я отношусь к обработке обуви при лечении грибка. Ну а здесь, если хотите, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. Пока, народ.